Каждый ребенок знает про историю человечества, эволюцию и как появился человек. Но что если люди всего лишь гости этой планеты, которые прибыли сюда в далеком прошлом? С вами канал Фактопс, и в этом выпуске я покажу вам находки и расскажу о самых интересных теориях, которые доказывают, что люди родом с другой планеты. И перед тем, как мы перейдем к находкам, давайте разберемся, может ли человек действительно быть родом с другой планеты. Люди веками ищут ответы на вопросы о том, кто мы, зачем мы здесь и для чего мы посланы в этот мир. Вероятнее всего, жизнь началась с одноклеточных бактерий, появившихся в океане около 4 миллиардов лет назад, и в ходе эволюции появился человек. А те, кто не смог приспособиться к новым реалиям, вымирали. Если говорить об одноклеточных бактериях, живших в океане около 4 миллиардов лет назад, то, наверное, наука права. Все живые существа на этой планете действительно являются их потомками. Но все же наука до сих пор толком не доказала теорию Дарвина. Доктор и эколог Элли Сильвер однажды заявил, что люди навряд ли являются коренными жителями этой планеты, а Земля – это не наш настоящий дом. По его мнению, люди появились в каком-то другом мире, но по какой-то неизвестной причине человека в качестве наказания отправили на Землю. Звучит как что-то невероятное, но такое может быть. До сих пор ни один ученый не опроверг это утверждение и не смог привести убедительных доказательств против этого. Зато теория Сильвера имеет множество оснований. Давайте взглянем на них. Человек – это единственное живое существо на Земле, чей вид не так разнообразен. К примеру, птиц на Земле около 11 тысяч видов, а человека всего один. В настоящее время на Земле живет только один вид человека – человек разумный. Мне кажется, что это доказывает, что человек не является эволюционным представителем животного мира Земли, а значит, он просто был отправлен сюда извне. Этим фактом можно объяснить много других несостыковок. К примеру, что ученые до сих пор не могут найти недостающие переходные звенья между земным приматом и человеком. Возможно, дело в том, что попросту их нет. Еще одно доказательство, что человек был отправлен в этот мир в качестве наказания, заключается в том, что никто из нас не может долго находиться на Солнце. Любой человек достаточно быстро перегревается, если подвергается воздействию прямых лучей нашей звезды. Даже жители Африки, привычные к жаре и солнцу, стараются находиться большую часть своего времени в тени. Вы можете подумать, что ничего сверхъестественного здесь нет, но животных все это не касается. Животные не так сильно страдают от солнечного света, как люди. Целое стадо зебр, например, весь день разгуливают под солнышком, и ничего с ними не происходит. Животное не страдает от связанных с солнцем болезней, например, раком кожи, чего не скажешь про людей. А еще люди не могут регулировать температуру своего тела, как животные. То есть большинство из них могут регулировать теплообмен своего тела с окружающей средой при любой перемене погоды, при которой у многих людей, кстати, начинает просто болеть голова. Неужели эта проблема не могла быть решена за 4 миллиарда лет эволюции? Вот почему нам нужен кондиционер летом и обогреватели зимой. И это не последнее доказательство с животными. Ни одному животному на Земле не нужно так усердно работать, как человеку, чтобы элементарно поесть или купить новую одежду. Для того, чтобы это сделать, человек должен приложить довольно много усилий, прежде чем он получит кусок мяса, который, кстати, нельзя сразу съесть, а нужно еще и приготовить. Возможно, это доказательство не самое убедительное, здесь я с вами согласен. Однако этот факт также может говорить о том, что человек не является коренным жителем этой планеты. Осложнения при родах. Конечно, у животных иногда случаются проблемы с родами, но точно не так часто, как у людей. Сейчас такое происходит очень редко, но до развития современного уровня медицины летальные исходы и критические осложнения были достаточно частым явлением. У животных беременность тоже сложный процесс, однако он является естественной частью жизненного цикла. И только у людей это связано с огромными рисками для здоровья и жизни. В настоящий момент многие женщины не могут вынашивать младенцев и не могут рожать их естественным путем из-за слишком узких родовых путей или по другим причинам. Многие считают, что из-за пребывания на Земле головы человеческих младенцев стали слишком большими, при этом тело самой женщины ничуть не изменилось, то в результате привело к усложнению процесса родов. Медленное развитие младенцев. Несмотря на то, что человеческий младенец рождается с очень крупной головой, его последующее развитие происходит крайне медленно.
В животном мире у высших приматов, шимпанзе и горилл, длительность жизни которых не так значительна, младенцы начинают достаточно быстро ходить и передвигаться. У людей лишь к 1,5 годам ребенок начинает ходить самостоятельно. Многие уфологи уверены, что все это из-за того, что на самом деле человеческий детеныш раньше вынашивался куда больше, чем 9 месяцев. Примерно как у слонов, почти 2 года. Если он появится на свет после 2-летней беременности, он уже будет полностью готов к хождению. Что же у людей привело к тому, что младенцы стали рождаться раньше? Возможно, дело в тех же болезнях. Возможно, в большом числе хищников, которые могли навредить женщинам во время долгой беременности. Напишите свою версию в комментариях. Несколько лет назад ученые нашли в ДНК людей 223 дополнительных гена, которые, вероятно, попали к нам от бактерий. Но не исключено, что именно эти гены отличают людей от других живых созданий на Земле. И попали они к нам далеко не от бактерий. Эту часть нашего ДНК также называют мусорной. Возможно, это остатки от наших инопланетных предков. Несмотря на все это, не все ученые приняли это открытие. Возможно, они знают правду и не хотят, чтобы обычные люди узнали об этом. Странная карта. Этот загадочный объект был обнаружен в Перу. Это похоже на карту древнего города, на которой видны все улицы и здания и даже водостоки. Ученых поразило то, что вокруг нее ничего подобного найдено не было. Также им удалось узнать, для чего она была сделана. В настоящий момент она располагается в 50 километрах от ближайшего населенного пункта. Карта сделана из прочного камня, а по всей площади просверлены дыры, которых около 30 штук. По всей видимости, это сделано для того, чтобы при любой непогоде карту не затапливало. Диск Алганте. Ученые считают этот артефакт первой картой нашей галактики. Археологи и ученые часто сталкиваются с древними реликвиями и историческими артефактами, но в большинстве случаев их возникновение и природа не вызывает пререканий и особых сомнений. Тем не менее, десятки простых, понятных человека, а уж тем более профессионалу артефактов, всегда найдется тот, чья природа заставляет ученых серьезно задуматься. Одной из таких находок и стал галактический диск. Диск Алганте покоится в Музее Южной Америки, а если точнее в Перу. Диск изготовлен из металла, а его форма и конструкция вызывает множество вопросов. Вещь выглядит нереальной и наводит на мысль о деталях космических кораблей из фильмов научной фантастики. Ученые даже выдвигали версию о том, что на самом деле галактический диск никакая не реликвия, а всего лишь подделка, стилизованная под старину, дабы привлечь к себе общественное внимание. Галактический диск круглой формы, выпуклый в центре, по его краям высечены замысловатые узоры. Выглядит диск Алганте очень необычно и загадочно. Его внешний облик с точностью совпадает с тем, как люди привыкли представлять себе инопланетные аппараты, запчасти инопланетных космических кораблей. Естественно, для земных космических кораблей эта вещь не предназначалась. Но тем не менее, нельзя исключать и того, что этот диск был придуман и изготовлен кузнецом-виртуозом, который, как мы сейчас, фантазировал об инопланетных расах. Изумрудная таблица. Происхождение этого загадочного объекта до сих пор окутано тайной. Некоторые ученые считают, что она довольно современная и предполагают, что она была написана на арабском языке в 18 веке и говорят, что на ней содержится секрет создания философского камня, позволяющего превращать любую субстанцию в золото. Но в настоящее время так никому и не удалось расшифровать текст таблички. Диск Сабу. Этому загадочному артефакту более 5000 лет, и он найден в гробнице принца Сабу, недалеко от ступенчатой пирамиды фараона Джосера. Увы, но в реальности формы нашего диска вовсе не столь идеальны, как кажется на первый взгляд. То, что вы видите на втором фото сверху, лишь модель диска Сабу, спроектированная на компьютере и создана на станке с программным управлением, а вовсе не сам артефакт. Обод диска даже не совсем круглый. Здесь также хорошо видно, что диск состоит из множества осколков, тщательно склеенных реставраторами, а часть диска просто воссоздана из современного материала. Если вы вглядитесь, то видно, что диск несимметричен, даже толщина обода по контуру заметно плавает. Сегодня создается много современных прототипов этому диску. Пытливые умы пытаются определить область применения, проводят эксперименты и создают теории происхождения. Можете написать свое мнение на этот счет в комментариях. По всей видимости, внутрь диска наливали масло и поджигали, и сам диск располагали на пьедестале. Лепестки придавали форму пламени, которая больше концентрировалась к центру, тем самым повышалась яркость излучаемого света. А в захоронении лампа использовалась для того, чтобы путник в загробном мире мог осветить себе последний путь.
Статуэтка четырехглазого. Эта статуэтка найдена на территории современной Сербии, ей больше 7000 лет, а изображает она неизвестного гуманоида с 4 глазами. Кто знает, возможно, это вовсе не лицо, а всего лишь маска скафандра. Тогда многое становится понятным. Больше о статуэтке ничего не известно. А как считаете вы, могут ли люди быть родом с другой планеты? Напишите в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.